Так, всех приветствую на канале. Значит, сегодня в работе iPhone 11 Pro, но он у нас, соответственно, будет без ремонта. Тем не менее, я хотел показать, так как вы просили периодически показывать ремонты, которые невозможно починить. Вот такой вот у нас аппарат. То, что он битый, это ничего не значит. Основная у нас проблема: не работает тачскрин. Аппарат запускается, есть картинка, но не работает тачскрин. Беда у него следующая. Я вам сейчас покажу на схеме и перейдем на микроскоп, чтобы уже показать непосредственно на телефоне. Беда следующего характера. В этих телефонах как реализован тачскрин, скажем таки, неудачно. Давайте на основную плату, основная плата B, и у нас вот коннекторы G5800. В частности, вот этот контактик у нас находится в коротком замыкании. Вообще вся линия этого коннектора тачскрина уходит на процессор, то есть она уходит, каждая нога практически через вот эту FL-ку. Вот он, резистор, FL-ка, резистор, FL-ка, то есть FL-ка, она же уходит на прос, FL-ка, она же уходит на прос. То есть и каждая нога по принципу того сделана, что она уходит через FL-ку и уходит на прос. В данном случае, в моем точнее, у меня нога, соответственно, третья, если смотрите по схеме вот 1-3, у меня уходит на FL5806. Далее я прозваниваю, соответственно, FL5806. Она у нас уходит на сторону А, непосредственно в процессор по линии пятака BU4. Сама линия у нас, вот она по низу высвечивается. Она у нас сигнальная, мы по сути с ней ничего не можем сделать. То есть мы ее даже если выжгем, что 50 на 50, что процессор останется рабочий, то есть ничего не получится. Если мы уберем, соответственно, FL-ку и уберем вот эту линию, она также у нас тачскрин работать не будет, так как линия у нас идет сигнальная. То есть что у нас остается? Либо C5806 неисправный в коротком замыкании, либо уходит сам в прос, то есть неисправный прос. В моем же случае это неисправность процессора. То есть дальнейших просто действий с этим аппаратом, кроме как диагностики, никаких быть не может. Чуть-чуть камеру отвожу, чтобы показать мультиметр. Ставим на диодную прозвонку, красный щуп на землю и переходим непосредственно к коннектору. Как вы можете наблюдать, сейчас картинку поменяем. Секунду. Вот. Под разными углами. Суть в чем? Вот он, второй контакт, если снизу считать, по факту он третий у нас. Земля вверх, на землю красный, и сюда звоним. У нас тут короткая, вот эта FL-ка уходит сюда и сюда. Вот тут стоял конденсатор, я его снял для того, чтобы убедиться, что проблема не в нем. Вот, кондера нету, то есть у нас остается только FL-ка, которая уходит в свою очередь на сторону процессора. Вот. Таким образом аппарат превращается в кирпич и ремонту не подлежит. Хотя аппарат в принципе мог бы быть и исправным, и рабочим. Но проблема в том, что вот эту линию я, по крайней мере, не знаю, как обмануть, чтобы аппарат мог реагировать на нажатие. Следствия, то есть какие следствия тут, почему это произошло. Аппарат был залитый чем-то жидким, более такой на сладкую субстанцию похоже, под крышкой камеры. Прям когда поднял крышечку, было видно, что она маслянистая такая, как будто соком залили, либо кофе. И тут вот также видно на коннекторе вот здесь. Это то же самое. Соответственно, на разъем тоже имеет следы таких липкой субстанции. И сам датчик тоже об этом говорит. Вот он красненький, что аппарат именно заливался. То есть не связано с ударом, по большей части это от воды. То есть пробила сигнальную линию, которая уходит в прос. И в данном случае аппарат восстановить нереально. По крайней мере, на данный момент я не знаю такого решения. Если есть какое-то подобное решение, жду ваших комментариев.
Вот так вот. Вот такой вот несостоявшийся ремонт. На этом, в принципе, с вами прощаюсь. Поделился вот такой вот, скажем таки, не подлежащей ремонту поломкой. Всем пока, удачи в работе.